жилой недвижимости целой провинции. Начинаем мы, конечно же, с города-муниципалитета Пафос. Я знакомлю вас, как работать с данной информацией. Здесь карта мы видим, да, и внизу экселевские данные, экселевская табличка. Значит, сейчас мы будем говорить о том, что произошло на протяжении одного месяца. Период сравнения, вы видите, у нас был март-апрель месяц. Будем говорить как о новом жилье. Ну, новое жилье, есть классификация, условно я буду называть это новое жилье. На самом деле это апартаменты класса А и Б. Почему я буду говорить новое жилье? Потому что, как правило, данные дома, в которых находятся подобные квартиры, они построены из новых энергоэффективных материалов, то есть это как жилые комплексы, и где, как говорят компании-застройщики, летом не жарко, зимой не холодно. И также будем говорить о старом жилье, это класс С, Д, Е, Ф. Ну, здесь вроде бы как тоже все понятно. Старое почему? Потому что не энергоэффективные, не сберегающие тепло и позволяющие нагреваться в теплую погоду зданием с отражением, это мы относим к, так сказать, старому жилью. Ну, я буду называть старое и новое, вы будете меня понимать. Итак, начнем с нового жилья. Мы видим, что в городе, муниципалитете новое жилье за месяц подорожало на 0,18%. Средняя стоимость квадратного метра 2816 евро. Внизу мы можем посмотреть, друзья, локации. То есть также город, муниципалитет Пафос делится на определенные такие административно-территориальные деления или локации, как угодно можете называть, ценовые зоны, еще картографы. Это, это ценовые зоны, давайте я буду так, которые отличаются по стоимости квадратного метра. Поэтому, собственно говоря, и картографы их называют ценовыми зонами. Ну, несложно посмотреть, что самая дорогая недвижимость это Ката, Пафос. Кстати, я проживаю недалеко, видите, вот этот райончик такой достаточно комфортный, Tombs of the Kings. Здесь по стоимости на втором месте стоит. Ну и самое бюджетное жилье Ана Варгас, да, район Ана Варгас, это туда уже выше как бы в горы, это самое недорогое жилье, 1850 евро за квадратный метр. Итак, друзья, внизу можем также посмотреть черта красная, где среднее арифметическое число, которое я вам уже зачитывал, в целом по городу муниципалитету это 2813 евро и рост за месяц плюс 0,18%. А следующий слайд посвящен также новому жилью муниципалитету Пафос. И здесь мы будем рассматривать, что произошло с недвижимостью на протяжении одного года или же 12 месяцев. Период сравнения апрель 2025 года. Мы видим, что 2831 евро стоит квадратный метр. И в апреле 2026 года это уже у нас 2813 евро. Друзья, единственная провинция в южной части острова Кипр, провинция Пафос, о которой мы говорим, за год нам показала отрицательную динамику снижения. То есть, если вы посмотрите подытоживающие данные, вы увидите за год снижение минус 0,65%. Но данная динамика снижения продолжалась весь 2025 год. Я предполагал, что и показывал вам цифры, официальную статистику, сколько присутствует на сегодняшний день нового жилья. Так вот, в провинции Пафос в целом, как и город Пафос, как и Пея, было построено достаточно много и сдано в эксплуатацию нового жилья. Это многоквартирные дома, что, собственно говоря, я так предполагаю, и вызвало незначительное снижение стоимости квадратного метра в 2025 году. А вот с 1 января 2026 года мы видим, что стоимость квадратного метра стала опять незначительно расти. Но в целом динамика отрицательная, минус 0,65% за год снижения, естественно. Дальше, друзья, переходим к старому жилью. Карта, видите, осталась та же самая. Старое жилье выросло за месяц плюс 0,19%.
видим, что уже 2573 евро за квадратный метр. То есть, ну, ничего себе, да, это 600-700, ну, почти на 280 евро разница. С учетом того, что, напомню, новое жилье, как правило, оно и больше по размерам. Там квартира однокомнатная может быть от 70 квадратных метров и выше, то можете себе представить, в целом, как стоимость квартиры отличается нового жилья от старого. Также можете посмотреть, друзья, что происходило по локациям. Читать не буду, сами прочитайте. Кто живет в Пафосе, великолепно знает географию данного города-муниципалитета. Ну и еще раз повторюсь, внизу подытоживающие данные. Это общее среднеарифметическое число по городу, стоимость квадратного метра 2573 и рост 0,19%. Это старое жилье. Переходим, друзья, к следующему слайду и посмотрим, что произошло за год со старым жильем. Естественно, у нас все еще муниципалитет Пафос, мы говорим. Но ситуация здесь так же, как и с новым жильем. Давайте прочитаем график, рисунок. Апрель 2025 год. 2587 евро за квадратный метр. Весь 2025 год новое жилье и старое жилье показывало нам динамику снижения. И с января месяца видим незначительная динамика роста. На сегодняшний день, или точнее мы говорим сейчас об апреле, стоимость квадратного метра была 2573 евро за квадратный метр, что, в общем-то, показало нам динамику снижения за год минус 0,55%. Переходим к следующему, друзья, городу, муниципалитету. Это город Гераскипу. Видим его Google Map, таким локацию, границы отрисовал. Что здесь мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что за один месяц исследования в целом средняя стоимость квадратного метра нового жилья повысилась до 0,20%, то есть незначительно выросла. И видим, что средняя стоимость это 2550 евро. Эти же данные вы можете посмотреть внизу на табличка Excel, где вы вот подытоживающие вот эти данные, те же самые, просто для наглядности это все еще переношу, дублирую на карте. Следующим слайдом будем говорить, что произошло за один год в муниципалитете Гераскипу. Новое жилье. Видим, что в апреле 2025 года это было 2520 евро стоимость квадратного метра. Такая вот колебательные процессы, подъемы, падения. Я это все еще сглаживаю. Линия аппроксимации мы видим, или линия тренда. И правильно называть так, линия тренда, я ее аппроксимирую, то есть вот эти сглаживаю вот эти колебательные процессы. И видим, что уже в апреле 2026 года 2550 евро, что показало, друзья, рост, вот если вы внизу посмотрите, 1,19% в годовом измерении, то есть город, муниципалитет Гераскипу, в отличие от города-муниципалитета Пафос, показал динамику роста. Незначительную, но это динамика роста. Следующий слайд, друзья, посвящен старому жилью, также муниципалитет Гераскипу. Видим тут тоже рост 0,20%. Средняя стоимость квадратного метра составляет 2472 евро. Эти же данные по локациям можете прочитать, посмотреть, кого интересует, где самое дорогое жилье, где самое дешевое жилье. И подытоживающие данные в целом по городу Гераскипу соответствуют тем данным, которые мы только что с вами зачитали на карте. Переходим к следующему слайду. Здесь мы посмотрим, что произошло со старым жильем на протяжении одного года. В апреле 2025 года это муниципалитет Гераскипу, 2439 евро стоимость квадратного метра была. Также мы видим вот такие колебательные процессы, причем такие, я это предполагаю, там новые жилые комплексы сдавались, и, скорее всего, изначально была завышена цена, потом она рынком корректировалась, видим, вниз уходим. В любом случае, я вот эту линию тренда сгладил, аппроксимировал, но
мы видим, что очевидна динамика роста в течение одного года. И в апреле 2026 года это 2472 евро стоимость квадратного метра, что показало внизу, друзья, смотрим. Рост на 1,36% в годовом измерении. То есть вполне себе адекватно ведет себя рынок недвижимости муниципалитета Гераскипу, как старое, так и новое жилье. Почему адекватно? Будем говорить в конце видео, когда я вам покажу макроэкономические показатели и, в общем-то,